Всем привет, народ! Сегодня будем обсуждать Telegram-бот Voxel, потому что у них частенько выходят обновления, частенько выходят акции, и у нас лидерборд подходит тут уже к концу, где мы с вами зарабатываем, образно говоря, тон. Ну, как зарабатываем? Те люди, которые там максимально здесь донатят, максимально много всего покупают, те заработают очень много тут тона, а такие, как мы, получается, ну, заработают здесь не очень много. Вот. И давайте обсуждать, что у них здесь в Telegram-боте происходит на данном этапе времени. И вот у них пару дней назад закончилась акция, получается. У них в акции принимали участие 3 коллекции. Это вот коллекция Wild, коллекция Minecraft и была новая коллекция, которая появилась совсем недавно. Давайте переходить в сумочку, будем смотреть. Вот эта коллекция, называется она CS, приуроченная к игре CS, да, Go, или сейчас она, я уже честно не помню, в CSGO я играл, а сейчас она как CSGO 2, там, или может быть какая-то улучшенная, по-другому как-то называется, но суть такова, что у нас в коллекцию CS входят сундуки, кейсы, получается, которые открывают, в которых у нас, получается, есть скины нашего оружия в CS. Вот, керамбит ножичек, получается, есть в этой коллекции, есть у нас MP9 и есть Юсуп, у нас полуавтоматический, который стреляет там, ну, грубо говоря, очередями. Вот коллекция CS появилась. Чем она отличается у нас от коллекции Minecraft? Тем, что коллекция Minecraft у нас, во-первых, состоит также из 4 вот этих предметов, но они все жирные в плане того, что очень много вокселей нужно для того, чтобы их собирать. И у нас коллекция, именно Emerald, вот эта, получается, редкость зеленая, да, она у нас переместилась резко почему-то дальше экстрима. То есть ее гораздо сложнее найти. Я пытался находить что-то из коллекции вот того же Майнкрафта, но у меня не получалось. То есть, ну, никаких мне вообще предметов, именно зеленых, еще ни разу не выпадало именно вот в сборке, которую сам я собираю. Вот, и у нас коллекция Minecraft, мало того, что она вся жирная была в плане сборов, именно самих моделек, да, там, получается, которые у нас Enchant, да, там, Крипер, Портал и тому подобное, они все жирные в плане вокселей, то есть много вокселей нужно потратить, чтобы собрать, а тем более, чтобы выбить у нас Emerald, вот эту редкость, гораздо еще сложнее. Вот, и у нас эта коллекция давала всего один Emerald, вот этот, получается, Emerald, получается, токен или point, он правильно как его назвать, он у нас давал, каждая моделька всего по одному этому кристаллу зеленому в час. Каждая моделька. То есть коллекция в общей сложности давала всего 4 вот этих токена в час. У нас коллекция КС, а здесь все предметы очень маленькие в плане сбора. Ну, не считая только кейса. Кейс он жирненький. Вот. А керамбиты, МП9 и АПС, АСП, получается, они все очень маленькие по количеству вокселей. То есть собирать их гораздо легче. И ставить их на фарм, то есть гораздо дешевле, чем ту же коллекцию Minecraft. И плюсом эта коллекция дает по 3 этих кристалла Emerald каждый предмет. То есть в общей сложности 12 в час коллекция вся дает. И у нас, когда была акция, в акции участвовали 3 коллекции. Первая коллекция Minecraft, CS и также Wild. Wild у нас голдовая коллекция, которая дает 0,002 тонна в час каждый предмет, ну, каждая моделечка. Вот. И все это можно было приобретать за тон, либо за звезды. Звезды, как известно, вот они, приносят нам ЗУ-коллекция. ЗУ-коллекция нам приносит звездочки. Это самая жирная коллекция, которая, по сути, помогает нам развиваться, именно не зарабатывать тон, а развиваться. Потому что коллекция ГЕК, да, она всего 3 звезды нам давала, а коллекция ЗУ дает по 5 звезд каждый предмет. И тем более, если мы собираем коллекцию, потом начинаем добавлять каждую модельку, любую из ЗУ, каждая эта моделька будет давать также, соответственно, звезды. То есть достаточно собрать вот эти 4 предмета, а потом, например, ну, одних драконов, образно говоря, ставить, и каждый дракон будет тоже давать звездочки. Эти звездочки нам помогают открывать дополнительные слоты, то есть чтобы ставить на фарм те же ЗУ, нам нужен, во-первых, слот, а во-вторых, звезды, чтобы поставить на фарм. То есть мы коллекции ЗУ фармим с вами звезды, на эти звезды мы открываем новый слот, и на эти же звезды мы ставим на фарм следующую ЗУ. И чем больше у нас ЗУ, тем, соответственно, больше звезд мы добываем, больше слотов мы открываем, и больше можем моделек ставить на фарм. И вот сейчас у меня на данный момент 82 слота открыто. И из 82 слотов 81 слот у меня фармит уже.
Я у себя в телеграм-канале провожу эти акции, да, помогаю всем новым людям, кто начинает играть в Voxel, покупают, то есть у них какие-то модельки там, ну, за 30, там, иногда там за 20, иногда даже за 50 тысяч вокселей, чтобы люди могли, ну, понемножечку развиваться, потому что здесь сложно очень изначально, как только начинаете играть, добыть какое-то иное количество вокселей, чтобы найти какую-то путевую уже модельку, чтобы поставить ее на фарм, чтобы начинать фармить воксель, а после вокселя начинать искать вот такие вот коллекционные модельки, как ЗУ и там голдовые какие-то. И вот на этой самой акции я приобрел, во-первых, вилд, который стоил там, ну, если не ошибаюсь, сейчас вспомню, 17 тонн стоила эта коллекция, но приобретал я ее не за тонн, приобретал я ее за звезды. Обошлась мне коллекция, если не ошибаюсь, в 4400 там звезд, по-моему, что-то такое вот. 4400 звезд, и я примерно 1,5 суток, ну, образно двое суток я фармил эти звезды, нафармил их и уже потом потихонечку ставил на предметы на фарм, модельки, точнее, ЗУ, продолжал. Но у меня на балансе были вот эти звездочки, я ждал какой-то либо определенной акции. Вот, и акция выпала, я, получается, купил себе вилд, у меня оставались звезды, немножечко я конвертировал тонны в звезды, получается. И еще чуть-чуть подкопил, так как акция у нас продолжалась в течение суток, и приобрел себе вот эту коллекцию КС. Теперь у меня на фарме это приносит мне 12 вот этих самых изумрудов, Эмеральд. Получается, она приносит мне в час 12 изумрудов этих. Плюс теперь у меня были уже на рынке, я их продавал, они у меня не продаются. Звезда вот эта из вилд коллекции, я еще и тоже дополнительно поставил на фарм. То есть теперь у меня 5, грубо говоря, золотых коллекционных предметов фармят, и, соответственно, это уже 0,01 тонна уже в час. Вот. Далее по рынку я и говорю, что у меня, во-первых, я хотел милитари коллекцию, я ее покупал, потом я ее продал, эту милитари коллекцию, потому что думал, ну, очень мало тонн она приносит, в итоге я освобождал, ну, и за продажу, за тонн я ее продал, за этот тонн я покупал себе дополнительный ЗУ, чтобы ставить их на фарм, открывал слоты, ну, чтобы как-то немножечко стартануть, потому что я сюда вносил донаты, вам крайне не советую играть в подобные телеграм-боты, вносить сюда донаты, потому что можно здесь и не получить свое, да, обратно не вернуть. И можно и не увидеть дроп, там, не заработать здесь. Так что не вносите донаты, не тратьте вы в свое время. Тем более эта тапалка очень много времени занимает, если вы хотите действительно здесь как пытаться заработать, да, и что-то получить. Нужно очень много времени, чтобы все эти моделечки собирать. Вот, и я продавал ее, и теперь хотел заново собирать милитари коллекцию. Нашел пару танков, поставил их на продажу, но их никто не берет, и тут вилд попался, ну и теперь мне милитари коллекция не нужна. И вот у меня висят 2 этих танка Панзера сейчас в продаже, и никто их не берет. Вот, но зато у меня есть вилд кактусы, 2 штуки еще. И 2 звезды еще на продаже, то есть 4 еще предмета, которые могу поставить на фарм. Они у меня стоят на продаже. За воксель, за тон возьмут? Возьмут. Не возьмут, ну, поставлю себе на фарм. В принципе, неплохо. Вот. Что у нас по кошельку Эмеральд, вот они копятся. До этого у нас была конвертация этих Эмеральд, получается, в тонн мы могли перевести до того самого обновления, когда вышли акции, да, там, ну и кто-то из людей там переводил, получается, их, ну, кто-то там 2 тонна, кто-то 3 тонны заработал, ну, судя по чату, много там люди не зарабатывали, вот, но все же заработали. И, соответственно, видите, звезд накапливается потихоньку. То есть уже в теории могу поставить, открыть, точнее, еще один слот и поставить еще одну модельку, там, либо ЗУ, либо голдовую какую-то, да, на фарм. Потихонечку тон уже начинает фармиться. Здесь я не накапливаю этот тон, то есть, ну, я его стараюсь по 5 накапливать, 5 тонн накопить, выводить. Что помогает накапливать и выводить тон, это продажа ЗУ. Я уже объяснял там у себя в чате, в роликах всех. Максимально здесь ликвидное, все, что очень быстро продается, видите, нету их у меня сейчас даже на продаже, это ЗУ коллекции. То есть сейчас рынок очень подешевел на эти все коллекции ЗУ, но их здесь теоретически там от 1,3 до 1,7 тонна за одну модельку покупают. Покупают легко. Сейчас еще стали за воксели очень хорошо покупать ЗУ коллекцию. То есть примерно за 1 миллион-1 200 000 вокселей можно продать там пони, дракона, да, там, или пига. Вполне реально за день можно
это продать. То есть, ну, а сами понимаете, 1 200 000 вокселей можно достаточно много фармить моделек. Но у меня все это быстро так получилось, только по той простой причине, что я сюда заносил донат. Заносил сюда донаты я, получается, $320, на данный момент уже почти там, 500 я отсюда вывел. То есть я свои забрал, в плюсом уже там, $170-180 я забрал. И, в принципе, сейчас уже не гонюсь за какими-то мега продажами в тоне. А сейчас пытаюсь просто заработать по максимуму вокселей, чтобы, дождаться дропа. Уже не обидно будет, если на дропе ничего не раздадут, заработаю там $1. Я уже свои забрал, сверху немножечко заработал. В принципе, я доволен. Вот, так что тактика такая. Я уже неоднократно рассказывал вам в каждом ролике, если вы все-таки сюда залезли, если все-таки хотите здесь пробовать развиваться, ЗУ коллекция — это вот ваш конек. Максимально ЗУ. Не надо вам ставить никакие там экстримы, не экстримы. Ставьте ЗУ коллекции. Зарабатывайте звезды. На звезды здесь можно открывать новые слоты, ставить на фарм модельки. Также за звезды можно эти коллекции здесь покупать. Максимально все можно это делать за звезды. Изначально, если вы только начали, у вас там баланс 30-50 тысяч вокселей, вам нужен воксель, чтобы находить эти модельки. В среднем, где-то я скажу, если очень усердно сидеть целый день и искать модельки, в среднем 2-5 можно найти ЗУ моделек за вот этот промежуток времени, именно вот эпических прям ЗУ. Прям вот именно коллекционных эпических предметов. Да, будет там очень много серых, очень много там, не знаю, голубых вот этих Unreal, да, розовеньких, но все же реально там штуки 2-3 находить там, за день, 5 даже может быть, этих предметов, моделек для ЗУ коллекции. Так что вот дерзайте, я вам объяснил примерно тактику. Максимально упирайте ЗУ. Для начала можете себе поставить, накопить звездочки, там рекламу посмотреть, подписаться там на всякие вот эти вот паблики, которые они там выставляют, чтобы заработать немножко звезд, для того, чтобы поставить на фарм себе какую-то модельку, которая вам будет приносить воксель, для того, чтобы могли собирать. Как только вы найдете первую там модельку, либо 2 модельки из этого ЗУ, одну поставите себе на фарм, вторую продадите, там 1 000 000 вокселей, и вам дальше будет что собирать. И таким способом можно потихонечку попытаться развиться. Это бездонатно. Это будет долго, конечно, но это будет бесплатно, и вы сможете это сделать. Примеры есть уже такие. Вот. Так что, а я вот так, по крайней мере, здесь. Что у нас по лидерборду? Ролик выйдет, когда? Он выйдет, скорее всего, уже останется день. Уже останется день вот от этой цифры, даже может быть меньше, потому что записываю его заранее, пока смонтирую, пока выложу в отложку, да, потому что другие ролики есть еще в отложке, не могу все вскупе выкидывать, так что останется уже чуть меньше дня, наверное, скорее всего, возможно день, до окончания вот этого вот ивента с лидербордом, где 3000 тонн призовой фонд у нас, где нам разыгрывают. Я сейчас вот нахожусь на 71 месте, на 71 месте. И в планах, видите, у меня 1,35 тонны забрать. Не такие уж великие деньги. Вот. Первое место занимает тут человек. Много-много, видать, очень фармит. Потому что здесь, в основном ставить, когда на фарм за звезды, либо за тон модельки, да, либо когда вы их покупаете. Вот за какие-то такие вот затратные вещи дают вот эти вот поинты для лидерборда. И у человека вот здесь он заберет 1151 тонн. Довольно-таки неплохо, то есть даже по нынешнему курсу почти $4000. Но он сюда, возможно, и влил очень много. Вот такие вот новости у нас были по телеграм-боту Voxel. Скоро обещают нам 27 мая 2025 года очередной обмен вокселей на тон. Объясняю, как этот обмен происходит. Тот обмен, который я застал, мой первый обмен, там были критерии 10% от вашего баланса, плюс добавляли еще 10%, если у вас 5 активных рефералов есть, и по 1% за каждого последующего активного реферала. И можно было конвертировать, получается, воксели в тон. На втором уже обмене были новые критерии. И люди там, как говорю, много очень у меня там, когда я акцию сделал, что раздавал людям воксели, да, покупал у них модельки за воксели, очень много людей наклепали себе там мега-мега много этих аккаунтов, чтобы вот эти халявные воксели забрать и попытаться их потом обернуть в тон и забрать, заработать тем самым. Но таких вот людей побрили. Побрили по той простой причине, что сделали условия для обмена максимально, которое помогало, это количество собранных моделек. То есть только активные игроки, кто очень много собирал, да, те смогли нормально конвертировать воксели в тон. Как нормально, хотя бы какие-то плюшечки, там 4-5 тонн можно было за это заработать. 2-3 там. То есть все равно очень приятно, когда есть дополнительный вывод, работает здесь идеально. То есть у меня мгновенно любые мои выводы проходят мгновенно. То есть мне нужно будет вывести
Я нажимаю, мне сразу же приходит на кошелек. Все это работает. Все, кто там пишут мне на Рутубе, что это все лохотрон, из камина здесь ничего вывести нельзя, просто вы ни разу этого не делая, ни разу не играя в этого бота, ну, делаете такие выводы. Вывод работает, все идеально. По крайней мере, пока. Возможно, скоро эту лавочку прикроют. Так что вот, примерно так. И 27 мая у нас будет следующий обмен вокселя на тон, и там, скорее всего, будут какие-то новые критерии. Возможно, так как они очень сильно упираются в вот эту вот коллекцию, да, Emerald, да, получается, коллекцию, возможно, для следующего обмена нужны будут именно вот эти кристаллы Emerald. Чем больше их будет, тем мы больше сможем конвертировать воксели там в тон, ну или что-то такое, да. Либо, опять же, будет количество собранных моделек, да, как, допустим, приглашенные какие-то еще друзья, то есть, ну, вот такие вот критерии будут. Навряд ли будет просто давать 10% от депозита вывести, потому что депозитов, не депозита, а баланса, потому что балансы у людей уже очень большие в этой игре есть. То есть у меня самого там уже 9 миллионов, как вы видели, этих вокселей. Вот, так что вот такие вот новости, получается, были по вокселю. Ждем 27 мая следующего обмена. Обещали еще делать обмены именно Эмеральда, вот этих кристалликов на тон, еще дополнительные, которые были, вот у нас он прошел, да, всего сутки был, меньше даже там 5 часов или 6, и обещали еще сделать его, возможно, будет еще до обмена вокселей на тон, да, будет еще обмен вот этих Эмеральдов на тон. Так что вот так вот примерно здесь нужно играть. Я вам не советую заходить, потому что это все будет долго, и, возможно, к тому времени все это уже соскамится, закроются эти выводы, и вы не сможете ничего заработать, и будете говорить, что я вас сюда затащил, а все это с камина лютое. Пока вот здесь все это работает. Можно попробовать, если хотите, но очень много времени это отнимает. Я вам крайне не советую. Вот такие вот сегодня были новости по телеграм-боту Voxel, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.